Хотим это признавать или нет, но все мы хоть немного очарованы британской историей. В ней так много событий, способных привлечь наше внимание, и нельзя отрицать, что многие из них на малом экране выглядят превосходно. Здравствуйте, это Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 10 потрясающих британских исторических сериалов. Банды 20 века, история монархии, невероятные костюмы, декорации и исторически достоверные диалоги. Все это в сегодняшнем выпуске. Не стесняйтесь дополнять список своими комментариями и приятного просмотра. Корона. Королева Елизавета известна как обожаемый и любимый своими верноподданными монарх, которая много улыбается, одета в яркие красочные наряды и очень стильные шляпы. Благодаря сериалу Netflix «Корона» мы можем узнать о том нелегком пути, который королева прошла. Сериал начинается с брака Елизаветы с принцем Филиппом в 1947 году, а его на текущий момент последний, 4-й сезон еще ближе сократил разрыв между телевизионной драмой и нашим временем. И у фанатов есть еще как минимум 2 предстоящих сезона, которые будут рассказывать о правлении королевы вплоть до нашего времени. Если опираться на слова сценариста Питера Моргана, именно 6-й сезон должен стать финальным. На самом деле неудивительно, что «Корона» получила широкую похвалу критиков и зрителей и заслужила множество наград, в том числе и несколько за то, как Клэр Фой сыграла королеву Елизавету в первых сезонах. Кроме того, у сериала безумно красивые и аутентичные декорации, дорогие костюмы и желание соответствовать реальным хроникам. А чтобы все было еще точнее, актерский каст меняется на протяжении сезонов, чтобы внешнее сходство с реальными прототипами оставалось максимальным. Тюдоры. Следующее и не последнее телешоу в этом выпуске о британской монархии. В частности, в этом сериале нам рассказывают о взлетах и падениях короля Генриха VIII из дома Тюдоров во время его правления в XVI веке. 6 жен, отчаянные попытки оставить преемника сына, религиозные конфликты, восстания, войны и немало казней. Правление Генриха VIII определенно было насыщенным на события, и зрители на протяжении 4 сезонов могут наблюдать за жизнью короля. В Тюдорах сценаристам было предоставлено достаточно творческой свободы, чтобы немного отойти от достоверного изображения персонажей, их внешнего вида, костюмов и, что наиболее важно и критично для некоторых зрителей, хронологии событий. Хотя в целом шоу остается исторически точным, все происходящее несколько ускорено, но, к счастью, это не создает путаницы. Виктория. Этот сериал — история королевы Виктории, которая известна своим долгим и успешным 63-летним правлением и негласным титулом бабушки Европы. Первый сезон рассказывает нам начало ее правления, когда ей в возрасте 18 лет пришлось вступить на престол, ее первые шаги в роли королевы и грядущий брак с саксонским принцем Альбертом. Второй сезон продолжает рассказ о ее жизни, показывая, как она совмещает свои обязанности юного монарха, жены и матери. А к тому времени, когда наступают события третьего сезона, у королевской четы уже 6 детей, и тот самый титул «Бабушка Европы» возник не просто так. В конце концов, все ее дети состояли в браке с членами королевских семей всего континента. В основе своей сюжетной линии сериал имеет исторически точные факты, но, как и любые другие хорошие драмы, телешоу от ITV использует некоторые вольности, слегка жертвуя достоверностью ради драматизма. Белая королева. Сериал основан на серии романов писателя-историка Филиппа Грегори. Если вы поклонник «Игры престолов», сюжет этого телешоу может показаться знакомым, поскольку оно описывает историю войны Роз, нескольких гражданских войн между двумя ветвями королевского дома, которые боролись за власть – домом Ланкастеров и домом Йорков. Исторически эта война велась в основном мужчинами, впрочем, как и все в 15 веке. Однако в «Белой королеве» история рассказывается с точки зрения 3 женщин с разных сторон войны, которые манипулируют происходящими событиями в стремлении заполучить власть. Из-за крайне ограниченного хронометража, всего 10 эпизодов, которые включают в себя аж 30 лет событий, есть достаточно неточности во временной шкале и изображении персонажей, но ничего слишком экстремального, чтобы умалять суть повествования. «Столпы земли». Сюжет основан на одноименном романе Кена Фоллета и включает в себя события первой книги. Сериал изначально планировали продлить, но из-за организационных и финансовых проблем так этого и не сделали. События телешоу происходят в XII веке, в период британской истории, известным под названием «Анархия». Сын короля Генриха I при странных обстоятельствах погиб в кораблекрушении. Несовершеннолетняя дочь Генриха не может зайти на престол, а через некоторое время и сам король умирает от отравления. В это время в реальной истории действительно велась долгая гражданская война за трон. Однако многие события телешоу не соответствуют действительно имевшим место. Изменены поступки и судьбы героев, их возраст и даже места действия. Многие факты так или иначе искажены. Сериал на достоверность не претендует и является, что называется, по мотивам. Впрочем, в качестве экранизации романа он получился очень достойным.
Последнее королевство. ТВ-адаптация саксонских хроник Бернарда Корнуэлла. Действие этого сериала разворачивается еще раньше в истории, в IX веке. В те времена страна была гептархией, более известной как 7 англосаксонских королевств, и состояла из множества народов, стремящихся получить как можно больше власти. В последнем королевстве, в частности, в центре истории находятся викинги-даны или датчане, а королевство Уэссекс самое сильное из существующих. Главный герой Утрат, похищенный в детстве саксонец, воспитанный и выращенный данами, и его преданность постоянно испытывается на протяжении сюжета. После смерти приемного отца он намерен отомстить и вернуть саксонский трон, который занимает его дядя. Аббатство Даунтон. Это название вымышленного поместья в Йоркшире, а сам драматический сериал сосредоточен на столь же вымышленной аристократической семье Кроули. Сюжет разворачивается преимущественно в начале 20 века и включает в себя в качестве фона реальные исторические события. На протяжении 6 сезонов мы видим гибель Титаника, Первую мировую войну, испанский грипп, и в конечном итоге рост среднего класса и последующий упадок британской аристократии, и то, как все это повлияло на жизнь богатой семьи Кроули. Сам сериал завершился в 2015 году, но это не стало концом истории. В 2018-м стартовали съемки фильма, прямого продолжения телешоу, который вышел год спустя. Его сюжет был основан на поездке короля Георга V и королевы Марии в Вентворд-Вудхаус, а в апреле этого, 2021 года, стартовали съемки второго фильма. Кроме всего прочего, аббатство Даунтон оказало значительное влияние на поп-культуру, отсылки к нему встречаются во многих фильмах и сериалах совершенно разных жанров. Вызовите акушерку. В этом сериале у зрителя появляется возможность увидеть историю глазами женщин-медицинских работников. Изначально он основан на воспоминаниях Дженнифер Уорд, британской медсестры и акушерки, работавшей в женском монастыре в лондонском Ист-Энде в 50-х годах. События сериала происходят в том же месте и в то же время, что и в реальности. Телешоу рассказывает истории акушерок и монахинь из дома Ноннатус, который является частью англиканского религиозного ордена. Их работа направлена на помощь в родах бедным женщинам в районе Поллар в Ист-Энде. В настоящее время вышло уже 9 сезонов плюс спецвыпуски. Сюжет значительно расширен по сравнению с мемуарами, послужившими первоначальной основой драматическому сериалу, и до сих пор в нем освещаются реальные и важные события истории. Сериал получил множество наград и положительных отзывов за то, что в нем были затронуты многие деликатные темы той эпохи. Острые козырьки. Этот сериал в особом представлении не нуждается. 20-е годы, возможно, были свидетелями экономического процветания Лондона, но ситуация в Бирмингеме была совсем иной. Напротив, именно из экономических бедствий города реально существовавшая банда козырьков процветала. В телешоу от BBC преступный клан Шелби занимает центральное место истории. По мере развития сюжета мы видим, как деятельность и влияние этой семьи продолжают расти. Сначала на региональном уровне, а затем даже на международном. На данный момент вышло 5 сезонов. Шоураннер Стивен Найт подтвердил, что история официально завершится на 7-м, а пока зрители могут вовсю наслаждаться высоко оцененным сериалом, заслужившим огромное количество наград. И, наконец, Полдарк. Телешоу основано на цикле романов Уинстона Грэма. Его события происходят после войны за независимость США в 1783 году. Росс Полдарк 3 года служил офицером британской армии. Когда он возвращается в родной Корнуолл, он обнаруживает, что его отец умер 6 месяцев назад. Унаследованная шахта в руинах, а его возлюбленная обручена с его же кузеном. Но среди хаоса и попыток восстановить поместье, Полдарк находит новую любовь. Сериал, кроме драматических линий, связанных с самими героями, включает в себя в качестве фона многие исторические события, начиная с уже упомянутой войны за независимость за океаном и заканчивая грядущей войной с Францией. И все эти события так или иначе окажут влияние на персонажей. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, поддержите канал, понажимайте кнопки, поделитесь ссылкой с друзьями и оставьте комментарий. Вам не сложно, мне приятно, каналу это очень полезно. И до встречи в новом видео. Пока!